Всем здравствуйте! Сегодня хочу вам показать вот таких красивых оленей. Мальчик и девочка. Вот как смотрятся эти игрушки. Я их связала в новогодних рождественских цветах. Красный и зеленый. Ну, можно подобрать цвет одежды любой. В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такого мальчика. А в следующем видео будем вязать вот эту девочку. Потому сейчас поподробнее я вам покажу этого мальчика. Здесь мы вяжем ручки, начинаем вязать ножки, туловище, ввязываем ручки и сразу вывязываем голову. Это одна такая основа для олененка. Отдельно вяжем мордочку, ушки и рожки. Это пришивные детали. И я еще пришивала хвостик. Ну, его можно при желании вязать, когда вывязываете вот туловище. И получается вот такой красивый олененок. По сантиметрам эта игрушка, если замерять вместе с рожками, где-то вот 22 сантиметра. Игрушка получается очень красивая. В таких праздничных новогодних цветах. Для олененка я буду использовать полухлопковую пряжу в 50 граммах 160 метров. И для обвязки опушки буду использовать Alize Softy. Крючок возьму 2 миллиметра. Начинаем вязать ручки. Я беру основной цвет. Сделали кольцо амигуруми, и в это кольцо ввязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Колечко затянули, переходим на второй ряд. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда нам нужно провязать по прибавке. Один столбик, сюда же провязываем второй. 1, 2. И так вяжем до конца. В конце второго ряда 12 столбиков. Третий и четвертый ряд я тоже провязала по 12 столбиков. Теперь вяжем пятый ряд. В пятом ряду нам нужно сделать 2 убавки. Одна убавка и вторая убавка. И довязываем 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В пятом ряду у нас получилось 10 столбиков. Теперь я перехожу на цвет одежды. У меня это красная. И буду провязывать за заднюю стенку. Потому что за переднюю стенку мы потом обвяжем опушку. 1 столбик. Вот за заднюю стенку. 2, 3. Эти 2 хвостика, когда мы переходим на другой цвет, мы эти хвостики связываем вот на 2 узелочка. И нитки прячем в изделие. И вот так вяжем 6-й ряд.
И вот переходим на 7 ряд. Теперь вяжем столбики за 2 половинки. Вот так. И вяжем с 7 по 18 ряд по 10 столбиков. По ходу того, как будем вязать, немного наполняем ручку наполнителем. И вот связали ручку. Считаем ряды 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 рядов. Ручку я наполняла внизу, плотно наполнила, а вот далее вот с половины где-то ручки с середины я оставила ее пустой. Теперь берем пушистую пряжу софти, и там, где мы оставляли, вот провязывали за заднюю стенку, теперь за переднюю стенку соединительными столбиками обвяжем пряжей софти. И вот так соединительными столбиками обвязываем такую опушку. И вот ручки связаны. Ниточки можно оставлять не длинные, так как ручки мы будем вязывать. Теперь начинаем вязать ножки. Я беру красную пряжу, делаем кольцо амигуруми, и в это кольцо ввязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это первый ряд. В первом ряду у нас 6 столбиков. Переходим на второй ряд. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда мы провязываем по прибавке. Один столбик, и сюда же провязываем второй. Так довязываем до конца, и во втором ряду будет 12 столбиков. Вяжем третий ряд. В третьем ряду провязываем один столбик, следующий прибавка. И так вяжем до конца ряда. Один столбик, следующий прибавка. Всего у нас будет 6 повторений. В конце третьего ряда 18 столбиков. И еще 4, 5 и 6 ряды провязали по 18 столбиков. Теперь переходим на 7 ряд. В 7 ряду провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И теперь 3 убавки подряд. Одна убавка, вторая убавка и третья. И довязываем еще 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В 7 ряду у нас получилось 15 столбиков. Вяжем 8 ряд. Вяжем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. После 6 столбика 1 убавка. И довязываем 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В 8 ряду у нас получилось 14 столбиков. В 9 ряду переходим на цвет штанишек. У меня это зеленый цвет. И провязываем за заднюю
стенку. За переднюю стенку потом будем обвязывать белой пряжей. И так довязываем 14 столбиков. Следующий это 10 ряд. И здесь вяжем уже за 2 половинки. И провязываем тоже 14 столбиков. Так вяжем с 10 по 15 ряд по 14 столбиков. И вот провязали зеленой пряжей 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 ряды. У одной ножки мы отрезаем ниточку, у второй не отрезаем, так как будем соединять это все в туловище. И сейчас берем пушистую пряжу и сделаем обвязку там, где у нас осталась вот передняя стенка столбика. Присоединяем. И обвязываем соединительными столбиками. Вот так в каждую петельку за переднюю стенку. Довязываем до конца ряда, эти хвостики прячем вовнутрь и добиваем наполнителем ножку. Когда связали 2 ножки, теперь будем их соединять в туловище. Для этого вот немного провязываем по второй ножке. У меня получается это 3 столбика. 1, 2, 3, чтобы довязать до середины ножки. И здесь набираем цепочку из воздушных петель. 1, 2, 3, 4. Берем вторую ножку и смотрим, где середина второй ножки, и присоединяем 1, 2, 3, вот где-то в 4 столбик. Вот так. И провязываем по второй ножке 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Не 12, а 14 столбиков. Теперь переходим на цепочку из воздушных петель. Для того, чтобы не было дырочки, я делаю вот такой накид на крючок. И теперь перехожу на воздушные петли и провязываю 1 столбик по цепочке, 2, 3, 4. Снова для того, чтобы не было никаких дырочек, воздушную петлю вот сделала, накид на крючок, перехожу на ножку и провязываю 1 столбик без накида. По второй ножке тоже вяжем 14 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Переходим на цепочку из воздушных петель и провязываем 4 столбика. 1,
2, 3 и 4. Это мы провязали первый ряд. Здесь получилось 36 столбиков. Переходим на второй ряд. Во втором ряду вяжем 36 столбиков без изменения. Довязываем их до маркера. Третий ряд. Вяжем 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И после 8 столбиков прибавка. Так повторяем 4 раза. В конце третьего ряда 40 столбиков. И с 4 по 9 ряд вяжем по 40 столбиков. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Переходим на 10 ряд. Провязываем 18 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и убавка. Повторяем второй раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, убавка. В конце 10 ряда 38 столбиков. 11 ряд. Вяжем 38 столбиков без изменения. Довязываем их до маркера. И теперь зеленую пряжу мы оставляем, ее не отрезаем, так как будем потом делать обвязку, а берем пряжу цвета кофточки, у меня это красная, и будем вязать это 12 ряд за заднюю стенку. Так, присоединили. Хвостик немного вяжет, будем ввязывать. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков. В 12 ряду нужно сделать убавление по бокам. Я провязала 8 столбиков. Вы смотрите, возможно, вам нужно больше или меньше, в зависимости от вашей плотности вязания. И провязали убавку. Далее вяжем снова вот определенное количество столбиков, довязываем до бока игрушки и здесь делаем убавку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Вот довязали до бока. И сбоку делаем убавку. Все вяжем за задние столбики, за задние петельки столбика. И довязываем ряд 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. В 12 ряду 36 столбиков. Переходим на 13 ряд и провязываем 36 столбиков без изменения. Делим маркер и довязываем до конца этот ряд. Теперь 14 ряд. Вяжем 10 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и убавка. Так повторяем 3 раза. В конце 14 ряда 33 столбика. 15 ряд 33 столбика. Довязываем до конца этот ряд. Теперь сделаем обвязку на штанишках. Переходим вот на зеленую пряжу и те передние стенки столбиков, которые у нас остались, обвязываем столбиками без накида. И так вяжем до конца ряда. Вот что получается. Потом довяжем до конца ряда и отрезаем ниточку. В конце делаем соединительную петлю. Можно еще вот так одну сделать. Отрезаем ниточку. Эту ниточку потом спрячем вовнутрь изделия. Возвращаемся до вязания кофточки. Вяжем 16 ряд, 9 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, убавка. Так повторяем 3 раза. В конце 16 ряда 30 столбиков. 17 ряд вяжем 30 столбиков. Довязываем их до маркера. Понемногу наполняем наполнителем. Переходим на 18 ряд. 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, убавка. Повторяем 3 раза. В конце 18 ряда 27 столбиков. 19 ряд 27 столбиков. Довязываем до маркера самостоятельно. 20 ряд 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и убавка. Таких 3 повторения. В конце 20 ряда 24 столбика. 21 ряд
Провязываем 24 столбика без изменения. Дозаполняем игрушку наполнителем, переходим на 22 ряд. 6 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и убавка. Повторяем 3 раза, в конце 22 ряда 21 столбик. 23 ряд и ввязываем ручки. Провязываем 6 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вы смотрите по своей плотности вязания, потому что может быть смещение столбиков. Берем первую ручку, складываем ее пополам и провязываем вместе с ручкой 5 столбиков. 1, 2, 3, 4 и 5. Привязали первую ручку. По туловищу вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Берем вторую ручку. Провязываем 5 столбиков вместе с ручкой. 1, 2, 3, 4 и 5. Без изменения 21 столбик. 24 ряд, 5 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5 и убавка. Повторяем так 3 раза и в конце 24 ряда 18 столбиков и дозаполняем немного наполнителем. Красную нить отрезали и будем вывязывать уже голову, потому берем цвет тела и это 25 ряд, провязываем его за заднюю стенку. Присоединили ниточку и 18 столбиков вяжем за заднюю стенку. Довязываем так ряд до конца. 26 ряд вяжем 18 прибавок. Одеваем маркер. Так довязываем до конца ряда. И в конце 26 ряда будет 36 столбиков. 27 ряд вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. После 5 столбиков прибавка. Повторяем так 6 раз. В конце 27 ряда 42 столбика. 28 ряд
6 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и прибавка. Повторяем 6 раз, в конце 28 ряда 48 столбиков. 29 ряд, 7 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и прибавка. Повторяем 6 раз, в конце 29 ряда 54 столбика. С 30 по 35 ряд вязали по 54 столбика. 30, 31, 32, 33, 34, 35. Переходим на 36 ряд. 7 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и убавка. Повторяем так 6 раз, в конце 36 ряда 48 столбиков. С 37 по 40 ряд вяжем по 48 столбиков. 37, 38, 39 и 40. Переходим на 41 ряд. Вяжем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и убавка. Повторяем так 6 раз, в конце 41 ряда 42 столбика. Я вставила глазки на безопасном креплении, они 10 миллиметров, располагаются между 35-36 рядами и между глазками 7 столбиков. Продолжаем вязать 42 ряд. Вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. После 5 столбиков убавка. Повторяем 6 раз, в конце 42 ряда 36 столбиков. 43 ряд, 4 столбика, 1, 2, 3, 4, убавка. Повторяем 6 раз и в конце 43 ряда 30 столбиков. И можно взять наполнитель и наполнить наполнителем. 44 ряд, 3 столбика, 1, 2, 3. После 3 столбиков убавка. Повторяем 6 раз, в конце 44 ряда 24 столбика. 45 ряд, 2 столбика, 1, 2, после 2 столбиков убавка. Повторяем 6 раз, в конце 45 ряда 18 столбиков. 46 ряд, 1 столбик и убавка. Повторяем 6 раз, в конце 46 ряда 12 столбиков. Последний 47 ряд, вяжем 6 убавлений подряд. Сверху осталась небольшая дырочка, и за передние стенки каждого столбика так проходим
и затягиваем ниточку. Вкалываем в середину и выводим где-то сбоку. Никакой дырочки нет. Эту ниточку отрезаем. И теперь будем вязать ушки. Я беру основной цвет. Сделали кольцо амигуруми. И в это кольцо ввязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Колечко затягиваем и переходим на второй ряд. Во втором ряду в первый столбик мы провязываем 1 столбик без накида. В следующий прибавка. Так чередуем до конца ряда. 1 столбик прибавка. Всего будет 3 прибавления. И в конце второго ряда 9 столбиков. В третьем ряду провязываем 9 столбиков без изменения. Вяжем четвертый ряд. В четвертом ряду провязываем 2 столбика, 1, 2 и в третий прибавка. Снова у нас таких прибавок будет 3 и в конце четвертого ряда 12 столбиков. В пятом ряду провязываем 12 столбиков. Шестой ряд. Вяжем 3 столбика, 1, 2, 3 и после 3 столбиков прибавка. Снова таких у нас 3 прибавки и в конце шестого ряда 15 столбиков. Вяжем седьмой ряд и в седьмом ряду провязываем 15 столбиков без изменения. Восьмой ряд. 4 столбика, 1, 2, 3, 4 и после четвертого столбика прибавка. Снова таких у нас 3 прибавки и в конце восьмого ряда 18 столбиков. Девятый ряд. Провязываем 18 столбиков. Десятый ряд. Провязываем 4 столбика, 1, 2, 3, 4 и после четвертого столбика убавка. Таких убавок у нас будет 3 и в конце 10 ряда 15 столбиков. И вот ушко готово. Нить отрезаем по длине для того, чтобы можно было его пришить. Будем слаживать его вот так пополам и пришивать. И теперь будем вязать вот такие рожки. Они состоят из 2 деталей. Одна больше, вторая меньше. И для этого мы берем темно-коричневую пряжу. Сразу будем вязать маленькую деталь. Делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Колечко затягиваем. И теперь со 2 по 4 ряд будем провязывать по 5 столбиков. И вот связали маленькую деталь. Теперь будем вязать та, что побольше. Снова сделали кольцо амигуруми. И в это кольцо ввязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Колечко затягиваем. И теперь со 2 по 5 ряд провязываем по 5 столбиков. Теперь вот берем эти 2 детали. Это то, что мы первые связали, вот вторая. И будем их связывать в единую деталь.
То есть вот по первой детали мы провязываем 5 столбиков. Так, оденем маркер. 2, 3, 4 и 5. Это мы провязали по первой детали. Теперь провязываем 5 столбиков по второй детали. Для того, чтобы не было дырочки, мы сделаем одну петельку, сделаем такой накид на на крючок с первой детали и со второй вот провязываем столбик. Это 6, 7, 8, 9 и 10. Вот мы соединили 2 детали в единую деталь и провязали 10 столбиков. Теперь вяжем второй ряд. Во втором ряду сразу мы делаем убавку. Так, и провязываем 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И во втором ряду, вот как мы соединили 2 детали, у нас получилось 9 столбиков. И теперь с 3 по 5 ряд провязываем по 9 столбиков. И вот такие рожки получились. Наполнять я их не буду. И оставляем нить для пришивания. Теперь свяжем мордочку. Я беру белую пряжу. Сделали кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Колечко затягиваем и вяжем второй ряд. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда нам нужно провязать по прибавке. Один столбик, сюда же провязываем второй столбик. И так в конце ряда у нас будет 12 столбиков. Третий ряд. В третьем ряду провязываем 1 столбик, в следующий прибавка. Всего таких прибавок у нас будет 6, и в конце третьего ряда 18 столбиков. И вот провязали еще 4 и 5 ряды по 18 столбиков и оставили нить для пришивания. И свяжем хвостик основным цветом. Кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Колечко затягиваем и вяжем второй ряд. Во втором ряду провязываем 1 столбик, следующий прибавка. Так чередуем до конца ряда. Всего 3 прибавки, в конце ряда 9 столбиков. Третий ряд. Вяжем 2 столбика, 1, 2, а в третий прибавка. Снова 3 повторения и в конце ряда 12 столбиков. И еще один ряд мы 4 довязываем 12 столбиков, оставляем нить для пришивания и вот хвостик готов.
Сделаем утяжку внизу головы. Вкалываю иголку с ниткой, вывожу в уголочке глазика. Хвостик оставляю. Перехожу на второй уголочек этого же глазика и вывожу иголку через один столбик от ниточки, которую оставили. Точно так же делаем со вторым глазиком. Теперь берем на один глазик ниточки, завязываем на узелок и подтягиваем. Берем вторые ниточки со второго глазика, подтягиваем, смотрим, чтобы утяжка была одинаковая. Завязываем на второй узелок и эти ниточки прячем вовнутрь изделия. Теперь булавками прикрепляем мордочку и пришиваем. Пришиваем так вот за основную деталь, за голову. Теперь за столбики на мордочке. Снова за основную деталь. И за столбики на мордочке. И вот так пришиваем одну деталь ко второй. Когда останется уже небольшая дырочка, берем наполнитель и наполняем наполнителем. Пришиваем хвостик за основную деталь. Теперь за две половинки хвостика. Снова основная деталь, две половинки хвостика. Так пришиваем до конца ряда. В конце ряда делаем узелок и прячем ниточку вовнутрь изделия. Теперь прикололи булавками рожки и будем пришивать. За основную деталь ниточку подтянули. Теперь вот за столбики на рожках. Снова основная деталь и столбики на рожках. Так пришиваем деталь по кругу, делаем узелок, прячем ниточку и пришиваем второй рог. Вот пришили рожки. Теперь берем ушки, складываем их так пополам и еще раз пополам. Теперь берем ушко, прикладываем его рядышком возле рогов и будем пришивать за основную деталь. Теперь за две половинки ушка. Ниточку подтянули. Снова основная деталь. И две половинки ушка. Так пришиваем одно ушко и берем второе, пришиваем второе. Теперь оформим мордочку. Я беру коричневую пряжу джинс, которой вязала рожки. И вот
в этом месте будем вышивать носик. Хвостик оставляю. И делаем несколько таких стежков. Теперь опускаемся вниз. И выводим эту ниточку здесь сбоку. Все расправили. И этой ниточкой будем вышивать реснички. Вот я уже перевела ниточку ближе к глазику. На один глазик переходим на второй. И теперь эту ниточку переводим к этому хвостику, завязываем на 2 узелка и прячем вовнутрь изделия. Теперь свяжем лямочки на штанишках. Присоединили ниточку и набираем цепочку из воздушных петель. Вот я набрала такой длины цепочку. Можно продолжать вязать и дальше цепочку, но для того, чтобы лямочки не спадали, я сделаю вот здесь вверху такую соединительную петлю. Ее можно и не делать. Так вот незаметно. И далее продолжаю набирать цепочку из воздушных петель. Просто так лямочки не будут слетать. И вот когда довязали еще цепочку, вот так разворачиваю, и лямочки будут идти навкрест. Присоединяю к штанишкам соединительной петлей, отрезаем эту ниточку и прячем ее вовнутрь изделия. И вот так лямочка, вот видите, она не спадает. И вторую точно такую же вяжете с обратной стороны и навхрест прикрепляете с обратной стороны. И вот на штанишке я еще пришила такие 2 пуговицы, и получился такой оленяшка. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!